Всем привет! Сегодня покажу, как разобрать и собрать куб-вертолет механически. Куб-вертолет – головоломка из семейства коптеров, одна из простейших. Также существует кловер-куб и куб-бабочка, ну и вот вертолет. Все три головоломки устроены по похожему принципу, а если даже быть точнее, по одинаковому. И хоть собираются они чуть по-разному и выглядят по-разному, но механически они устроены одинаково. То есть, например, в кловере у нас нету уголков, но механически они на самом деле есть, просто внутри спрятаны. А на бабочке и вертолете мы их тут видим. В то же время на бабочке и кловере у нас есть ребра, тут их, кажется, нету, но они есть, просто там спрятаны в механизме, то есть бесцветные. Так что, если у вас какая-то из этих трех головоломок, то это видео должно вам помочь. Что ж, для начала давайте покажу, как данную головоломку разобрать. Для начала нужно найти, где у нас центр. Ну, так как у нас вращаются тут ребра, то очевидно, что центр будет не по центру грани, как в кубике Рубика, например, ну а на ребре, то есть там, где у нас ось вращения. И, соответственно, нужно до него как-то добраться и выкрутить винт. Как до него добраться? Там еще есть крышечка центра, ее тоже нужно будет снять. Мы поворачиваем одно ребро вот таким вот образом. И теперь вот это вот ребро мы поворачиваем следующим образом. Вот такая получается конструкция. Два движения. Теперь вот тут мы видим вот эту вот деталь. Вот такую. Тут у нас такая полосочка есть. Вот эта вот деталь и есть крышечка центра. Ее необходимо снять. Для этого я беру плоскую отвертку и аккуратно подколупываю. Вот, крышечка центра начинает шевелиться, то есть вот она поднимается чуть-чуть. Теперь можно подхватить ногтем. Вот. И просто ее тяну. И вот она вытаскивается. То есть она не плоская, она вот такой вот странной формы. Все, ее мы сняли, можно отложить. Теперь перед нами винт. Очевидно, этот винт нужно выкрутить. Беру отвертку и выкручиваю. Вот я винт выкрутил. Теперь его нужно оттуда достать. Вот так вот. И пружинка, ее тоже вытаскиваю. Все. Можно пружинку надеть на винт, чтобы не потерялась. Вот так. Это тоже можем отложить. Вот. Теперь мы можем вернуть вот эти движения. То есть мы возвращаем вот это. И возвращаем вот это. И что же у нас получается? Покрутим. Все крутится. Все работает. И ничего не разваливается. Если в том же кубике Рубика открутить винт, то элементы как минимум на той грани, с которой винт открутили, рассыпятся. А здесь все держится. И что же делать? Дело в том, что элементы сделаны так, что даже если у нас винт выкручен, то они держатся друг за друга и головоломка не разваливается. То есть такая внутренняя форма элементов, что все удерживается. Ну а как тогда их вытащить? Просто как-то повернуть и потянуть. Будьте осторожны, элементы могут разлететься у вас по комнате. Вот. Но просто нужно вот так потянуть, и оно вытащится. Мне как-то в комментариях писали, что вот кубик бабочка, выкрутил винт, а оно что-то не разбирается. Ну так вот, нужно просто потянуть, не бойтесь. И теперь можем вытащить элементы все отсюда. Вот так вот. И перед нами вот такая вот картина. Там крестовина вот такая интересная. Вот. Ну и вот кубик. Дальше уже можно разбирать.
Давайте чуть элементы по-быстрому посмотрим. Вот у нас угол. Интересно, что у всех элементов ножки еще отдельным винтиком прикручены. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Ну, так сделано. Значит, вот такой угол. Вот такой вот элемент. Будем называть его треугольником просто. И вот сам центр. То есть, как бы ось вращения, да, которая у нас крутится. Который прикручен к крестовине. Вот такой вот. Все, теперь можем это подвинуть. И дальше все разбирается просто. Ну вот, следующие элементы просто вот так вытаскиваем. Все у нас разбирается. Вытаскиваем дальше. Отсюда. Отсюда. То есть уже никаких сложностей не должно быть. Вот так вот. Ну, сейчас я весь кубик разберу, и тогда будем собирать обратно. Значит, вот я все разобрал. Вот так у нас выглядит крестовина без элементов. Ну, один центр откручен, остальные все центры вот на месте. Вот такое вот что-то интересное. Вот. Выходит у нас центров 12 всего, так как ребер 12. Что ж, теперь все это нужно собрать обратно. Вот я элементы немного рассортировал. То есть тут у нас так называемые треугольники. Тут у нас уголки. Значит, берем крестовину. Вот у нас есть один открученный центр. Ну и лучше начинать сборку где-нибудь в противоположной стороне. То есть не рядом с открученным, а где-то вот тут. Вот. Ну, давайте начнем. Например, возьмем вот эти центры. Выходит, нам нужно взять вот так 4 центра рядом. То есть мы можем взять 3 центра рядом. Нам нужно взять вот так 4 центра рядом, таким образом. Теперь сразу их поверну вот так вот. В собранном виде это будет вот так. То есть центры длинной частью все смотрят в одну точку. Вот так. Вот эти 4. И теперь можем начинать. Давайте, например, здесь соберем белую сторону. То есть, в принципе, можно собирать любую, так как у нас крестовина полностью бесцветная. Давайте начнем с белой. Значит, нам нужны белые треугольники. Так, где у нас еще один белый? Вот. Беру белые треугольники. И теперь нужно их сюда поставить. То есть, когда мы вот так держим, у нас треугольники будут стоять вот так вот. Длинной стороной получается как бы к углам. Просто центр чуть поворачиваю. Этот элемент туда подсовываю. Вот так вот. Теперь следующий. Также точно. То есть я могу чуть-чуть подвернуть вот так, чтобы удобнее было элемент просунуть сюда. Да, вот так вот. И теперь сюда доворачиваю. Дальше. Следующий белый. Так. Всовываю его туда. И подворачиваю. И последний. Будьте только осторожны, чтобы все, что уже собрано, не развалилось. И вот так вот. Вот собирается вот такая вот конструкция. 4 белых треугольника. Теперь по бокам от них должны быть углы. Значит, углы с белым. 4 штуки у нас имеется таких. Вот. И нужно их сюда поставить. Ну вот, беру, например, бело-красно-синий. И я могу его ставить, где-нибудь вот тут. Да, то есть, чтобы удобно было. И потом уже сюда подвести. Теперь у нас белый-синий, соответственно, бело-синий-оранжевый. Сейчас вот так вот туда загоняю. Вот, дальше белый-оранжевый. Значит, бело-оранжево-зеленый. И последний
бело-зелено-красный. Вот так вот у нас получается. Вот у нас белая сторона уже собрана. Пока все это плохо держится, но тем не менее вот такая вот получается конструкция. Дальше нам необходимо поставить треугольники возле белой стороны. То есть вот белый, тут должно быть два оранжевых, тут два синих и так далее. Давайте начнем, например, с оранжевой стороны. Вот беру два оранжевых треугольника. Нужно поставить сюда и сюда. Я вот этот центр могу вот так повернуть, чтобы удобнее было. Теперь вот такой стороной ставлю треугольник. Лучше это делать на столе, чтобы то, что уже готово, не развалилось. И вот он туда вставляется, то есть как бы между двумя центрами. Дальше тоже следующий центр подворачиваю, то есть чтобы он не мешал, я его подворачиваю вот так вот, будет легче вставить. Беру треугольник и вот так вот его сюда всовываю. Вот так. Вот оранжевые поставили. Дальше синие. Беру два синих. Теперь получается, что у нас с этой стороны уже один треугольник стоит. То есть центр уже у нас крутится только вместе с углом. Вот. Не так уже удобно. Но тем не менее мы можем повернуть этот центр. Можем чуть-чуть подвернуть вот тут. И тогда этот треугольник синий будет ставить легче. Вот так вот я его поставил. Ну и дальше второй синий. Тут можно центр как-то удобно повернуть. Ставлю сюда сам треугольник. Вот так вот. Вот я его поставил. И осталось два красных, еще два зеленых. Ставлю красный. Могу вот это повернуть вот так, чтобы удобнее было. Ну и тут вообще центра нету, то есть тут будет легко. Вот, беру красный. Ставлю его сюда. Вот так вот. И теперь можем все это довернуть. Вот мы элемент поставили. Теперь второй красный также точно. Ставлю тут еще легче. Просто вот так. Вот элемент ставится. И последние два зеленые. Значит, подворачиваем. Ставлю сюда зеленый. Вот так. И возвращаю. И последний также подворачиваю. И также ставлю. Вот так вот. И сейчас у нас уже получается собрана белая сторона и ее как бы бока. То есть пол кубика у нас уже собрано. Ну и уже как-то это более-менее держится. Теперь нужно собрать вторую половину. Здесь у нас три центра есть, четвертый откручен. Там, где у нас открученный, мы тут будем элементы в последнюю очередь вставлять. Значит, пока нужно собрать тут, тут и тут. То есть вот эту сторону. Начнем с самого как бы заднего центра, да, который вот тут. Тут у нас оранжевый цвет. Соответственно, берем оранжевые треугольники и по тем же принципам их сюда ставим. Вот так вот просто подворачиваем. И получается вот такой вот стороной она будет стоять. Значит, вот такой вот стороной ставлю. Вот так. И второй подворачиваю. И теперь сюда
вставляю. Вот так. Вот такая конструкция. Дальше сюда нужно поставить синий треугольник, сюда зеленый. Вот, беру синий, опять-таки вот такой стороной, то есть треугольник сюда длинной стороной смотрит на угол. И также точно вот беру. Вот, поставил. И сюда нужно также точно поставить зеленый. Вот беру зеленый. Выходит он вот так будет стоять. То есть я могу центр повернуть, вот так его вставить, вернуть сюда. Вот. Тут должны быть два угла. Это у нас желто-зелено-оранжевый и оранжево-синий-желтый. Вот эти два угла тоже легко можно поставить. То есть я вот это подворачиваю, сюда устанавливаю желто-синий-оранжевый и возвращаю. И также точно со вторым. Я вот тут подворачиваю, ставлю желто-зеленый-оранжевый и возвращаю. Вот так вот. Вот тут еще должны быть два желтых треугольника. Вот они тут есть. И также точно я подворачиваю, ставлю треугольник, возвращаю. Здесь вообще просто. И второй. Выходит. Подворачиваю, ставлю, возвращаю. Вот так вот. И сюда нужно поставить еще синий. Так, где у нас синий? Вот он. Значит, сюда синий. Ну, он просто впихивается. То есть вот так просто берем. И сюда его впихиваем. И сюда зеленый. Вот так вот. И у нас вот такое получается. И нужно поставить последнее ребро. То есть два угла и 4 треугольника. Вот когда мы кубик только начали разбирать, то у нас похожим образом это выглядело. И так как эти элементы держатся друг за друга, они и вытаскивались неохотно, и вставляться тоже будут немножко проблемно. Но тем не менее у вас все должно получиться. Вставлять последние элементы можно по-разному, но я предлагаю следующим образом. Мне кажется, так будет легче. Значит, тут у нас красный цвет, тут нужно будет два красных треугольника. Пока ставлю один, вот так. Сюда ставлю угол синий-красно-желтый. И сюда желтый треугольник. То есть мы собрали как бы такую половинку. Теперь важный момент. Я беру центр вот эту деталь, которую мы скрутили. Беру вот таким образом. То есть не вот так, а вот так. Обратите внимание, куда более длинные края смотрят. И вот туда, вот так вот помещаю. Вот таким образом. Теперь нужно поставить сюда красный треугольник. Значит, что я могу сделать? Могу как-то повернуть. Вот этот центр выпадает. Это, конечно, не очень удобно, но иначе никак. То есть нам нужно вставить вот так вот. Можно попытаться вот так даже просто. Но вот, как видите, можно и так сделать. То есть сюда вставляю, остается последний угол и самый последний треугольник. Для начала вставим угол. Чтобы это сделать легче можно было, можно чуть-чуть вот так вот как-то раздвинуть. То есть тут чуть поворачиваем, тут не очень, но такое что-то. Да, конечно, немного разваливается, но все же. То есть вот тут делаем такое побольше отверстие по возможности. И теперь сюда вставляю угол. Вот так. И теперь самое интересное. Последний треугольник, который нужно сюда так загнать. На этом этапе
Вот эта часть может у вас разлететься, если неаккуратно будете вставлять. У меня бывало такое. Ну, ничего страшного. Значит, удобно будет следующим образом повернуть последнее ребро. Вот. Берем последний треугольник и просто впихиваем его туда. И рано или поздно у вас получится. Вот так вот. Все, уже кубик держится, но, конечно, нам нужно вкрутить обратно центр. Вот выходит у нас между желтым и красным его нету. Ну, то есть центр сам есть, но винта нету. Чтобы его вкрутить, делаем как делали в начале. Поворачиваем вот так вот. И теперь вот так. Таким образом у нас появляется доступ к центру. Теперь берем винт с пружиной и туда вставляем. Теперь нужно винт закрутить. Ну вот как-то так. Теперь, перед тем, как я надену крышечку, мне нужно проверить, с тем же ли я закрутил винт усилием, что закручены винты на остальных ребрах. То есть покручу вот это ребро, покручу остальные. Я сейчас чувствую, что это ребро чуть туговато, поэтому винт чуть-чуть ослаблю. Попробую так. То есть сравниваю просто с другими. Примерно, конечно, особая точность не нужна. Ну вот как-то так нормально будет. И теперь я снова делаю эту конструкцию. То есть вот так. И вот так. Снова получаю доступ к этому центру. Беру вот эту крышечку. И туда ее просто вставляю. И вот так вот. Все, теперь возвращаю. И кубик собран. Все крутится. Все работает. Вот так вот. То есть все мы хорошо, правильно собрали. Вот так вот. Если остались вопросы, пишите в комментарии, в том числе по подобным головоломкам. Вот, то есть, может там что-то с бабочкой у вас не так, с кловером. В общем, пишите. Вот. Если что-то не получается. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.